Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хотел бы посвятить модели автомобиля ГАЗ-А, который выпускался в Саратове на советском производственном объединении Тантал с 1988 года, а после 1991 года модель уже выпускалась на российских предприятиях, среди которых всем известный Агат. Прообразом для данной модели послужил реальный советский автомобиль ГАЗ-А, который был первым легковым автомобилем Горьковского автозавода и выпускался с 1932 по 1936 год. Конечно же, как и большинство автомобилей того периода, наш ГАЗ был скопирован с американского Ford Model A. За весь период производства было создано около 42 тысяч экземпляров ГАЗ-А в СССР, большинство из которых использовались для нужд армии и правительства. Масштабная модель ГАЗ-А была металлической и разборной, так как на днище был винт и многие детали были съемными. Хоть общее исполнение модели было довольно простым и не совсем точно передающим особенности реального автомобиля, но наличие открывающихся передних дверей и съемного тента немного компенсировали эти недочеты. Модель должна была в проекте иметь номер на днище А30, но к тому времени, как ее начали выпускать, завод отказался от нумерации модели ввиду производственных сложностей. Потому ГАЗ-А сразу стал постномерной, и так получилось, что в советский период производился очень недолго. Однако модель выпускалась долго в постсоветское время, и недавно еще можно было встретить в продаже свежие новоделы ГАЗ-А в магазинах. Как правило, модели того периода часто чумеют, и этот ГАЗ-А не стал исключением, разваливаются они довольно часто. Самые ранние модели ГАЗ-А имели на пластиковой оси передних колес надпись «Сделано в СССР», стеклянные фары и передний бампер с прорезью по всей его длине. Эти самые главные признаки ранних экземпляров скорее всего исчезли с модели в том же 1988 году, так как массовые модели 89-91 года идут уже без этих признаков, но с хромированными колесами, бамперами, радиатором, фарами и клаксоном. Также эти модели имели кроме самого корпуса металлическое днище и крылья. Вплоть до 1993 года модель выпускалась в неизменном виде, и начиная с этого же года крылья и днище модели начали делать из пластика. В 1994-1995 годах появился вариант со сложным тентом. Также появилась линейка пожарных ГАЗ-А, различающихся наличием пожарного инвентаря. Более редким исполнением модели того периода был ГАЗ-А с ящиками на подножках. В период с 1996 по 2004 год, кроме пластикового днища, появилось еще одно упрощение. Детали перестали хромироваться, а горловина на капоте делается теперь не отдельной деталью, как раньше, а отливается вместе с кузовом. С 2004 года отдельные детали стали опять хромироваться, горловина на капоте стала выше, но дно с крыльями все еще оставались пластмассовым. С 2012 года модель опять видоизменилась в деталях и стала опять больше похожа на первоначальный ранний вариант. Передний бампер стал с более длинной прорезью, крылья стали металлическими, горловина радиатора и крышка за капотом стали отдельными деталями и хромировались. Также появились некоторые новшества: хромированная табличка между фарами, измененная форма заднего фонаря, диски колес с другими спицами и становятся непробитыми. Спицы на колесах могут быть черные и красные. В начале на днище все еще используется старый штамп с Made in USSR, а потом уже появляется новый с надписью «Сделано в России», названием модели и номером 07. Модели в моей коллекции мне не просто идентифицировать из-за отсутствия коробок со штампами, но исходя из перечисленных мной особенностей, они относятся к периоду до 1993 года, так как имеют металлическое днище с крыльями и старый хром на деталях. Поздние танталовские они или ранние агатовские я точно не могу сказать, так как этих тонкостей я уже не знаю. Да и не очень это важно, так как на их цену или ценность это особо не оказывает никакого влияния. Коробок для этой модели известно два типа: советского образца и постсоветского, так называемая агатовская. Особого интереса она не представляет для коллекционеров и стоит сравнительно недорого. Средняя цена на ГАЗ-А в хорошем состоянии без коробки стартует от $20 и доходит за модели в коробках до $50-60. Однако модели с признаками очень ранних, а также редкие экземпляры конца 80-х, начала 90-х, например, с ящиками на подножках или со сложным тентом, могут стоить несколько раз дороже. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Надеюсь, все понравилось и было интересно. Не забывайте подписываться на мой канал. Пока-пока.